Всем привет! Не могу сказать, что я решил стать мотоблогером, но однозначно на моем канале YouTube те видео из моих путешествий, которые я выкладываю, есть определенный интерес к ним, и очень часто люди спрашивают, что за мотоцикл, когда покупал, как обслуживал, чем обслуживал. Ну, 8 лет я с Yamaha Super Tenere, он на заднем плане у меня стоит. Хочу все-таки рассказать о нем подробно, что я допилил за эти 8 лет, потому что нет предела совершенству, и даже японскую технику приходится допиливать. Долго думал, где мне снять этот видеоролик, искал место покрасивее, но решил, что самый оптимальный вариант будет снять это в гараже, там, где, собственно, все это и допиливалось, чинилось, ремонтировалось. Ну, поехали, сейчас все расскажу, покажу. Мотоцикл у меня с 2011 года, это был год дебютный в Российской Федерации, только его начали завозить, только начали продавать, и вот как мне дилер пояснил, вот это вот прям первая партия, там один из сотни, которые в Россию были первые заведены, а он мне достался мне. Соответственно, ну поехали по порядку. Начнем сначала, покажу все, что дорабатывалось, все, что доделывалось, может быть, кому-то это пригодится. Вдруг кто-то на таком же дроне катается, что-то хочет доработать. Ну вот прям с фасада начинаем. Ветровик. Это не оригинальный ветровик. Оригинальный ветровик приблизительно вот такой высоты. У меня рост 1,83 м, соответственно, мне его не хватало. Низ взят, форма оригинальная с оригинального ветровика. И вот здесь уже пошли расширения. Он здесь увеличен сантиметров по 8, по 7. И вот здесь вот добавка где-то порядка 15 сантиметров, может чуть меньше. Покатался я так год. Тоже мне этого стало мало, потому что вся мошкара, которая летит вот поверх стекла по трассе, она вся в шлеме, вся на визоре. А я очень часто, если погода позволяет, люблю с открытым шлемом ездить, только с солнцезащитными очками. Поэтому была вот такая еще доработка сделана. Изнутри она выглядит вот так. Здесь прямо в движении можно одной рукой ослабить крепление и опустить, если ты выехал на бездорожье. Потому что когда я сижу, я смотрю вот как раз вот через этот момент на дорогу. Если прям сильно вдаль, то, конечно, выше. Вот. Ну, на бездорожье опускаю. Или по городу бывает, когда стекло грязное после дальней дороги. По трассе всегда езжу с открытым. Мне очень удобно, я доволен. Дальше по фасаду. Головная штатная оптика мне не хватало. Линзованных фар. Там ничего не менял, стоят родные штатные лампочки. Для дополнительного света на дуги установлены вот такие фонари рассеивающего света 2. Они дают очень хороший ореол по бокам. И вот такие линзы, они дорогие, там какие-то с Алиэкспресс. Если честно, я даже не заморачивался там на какую-то фирменную оптику. Они бьют пучками и настроены так, чтобы их пучок не выходил выше уровня ближнего света, чтобы никого не слепил. В общем, вот эти вот 4 фары, они у меня работают на дополнительной кнопке вместе с ближним. Ночью включаю или днем, чтобы меня было видно. Плюс ко всему, когда я моргаю родной оптикой, этого тоже маловато. И у меня установлена вот такая вот светодиодная планочка одна. И вот там, если вы видите, вторая. Ну, когда моргаю, прям работает. Прям все, кому я хочу что-то сказать, все сразу это все понимают вообще с первого раза. Плюс ко всему, вот здесь вот на руле установлены вот такие вот габаритные огни, тоже все светодиодные, для меньшего энергопотребления. Они работают все время в дороге, чтобы видно было габариты моего мотоцикла. Плюс ко всему, вот здесь вот стоят стробоскопы. Такие вот беленьким светом они моргают. Когда по пробкам шуруешь, ну вот мне для безопасности кажется полезно. Вообще для меня света мало не бывает, поэтому я бы еще что-нибудь прикрутил, но, наверное, хватит, пора остановиться. Вот, по оптике, по фасаду все. Плюс на переднем колесе стоят слайдера. Не знаю, ни разу они еще не работали. Ну, что-то я их в самом начале прикрутил, и вот так вот они здесь прикручены и стоят. Пошли дальше. Что здесь есть? Вот сразу можно обратить внимание, если вот так вот посмотреть, у меня вот здесь вот классная такая ветрозащита для ног. Две цели преследовалось. Во-первых, мне не нравится то, что вот отсюда, когда ты в жару идешь,
тебе на левую ногу шпарит горячий воздух с радиатора. Все, у кого супертенере, знаете, что радиатор тут стоит сбоку, воздух проходит, ничего, и у тебя левая коленка, порой прям на ней яичницу можно жарить. Мне это не устраивало. Искал способ какие-то дефлекторы поставить отсекающие, еще что-то. А потом понял просто, что можно одну пенку в Спортмастере купить замечательную, укоротить ее, чуть разрезать на две части для подстилок. В дороге подстилки нужны всегда. И вот таким вот макаром на ремнях, она на затяжных у меня здесь прикреплена. Элементарно, моментально снимается. Когда мою мотоцикл, ее даже не снимаю. Ветрозащита шикарная, ноги чистые в дождь. Ничего на них не липнет, ничего на них не попадает. По поводу дождя сразу вот сюда идем. Вот такая вот несвойственная здесь алюминька. Это вот родная защитка стоит. Это правая нога у нас тормоз. Обратил внимание, что в дождь, когда иду, вот прям долго иду в дождь, у меня с заднего колеса все брызги прямо вот сюда идут в правую ногу, в пятку. Вот прямо у меня правый башмак сзади вечно в грязи, в какой-то, в каких-то кизиках, мокрый вечно. И поставил вот такой отсекатель. Ну, вот шикарно работает, на ногу вода не идет с заднего колеса. Также на задних колесах у меня тоже установлены слайдера. Не знаю, почему-то вот я решил, что они мне нужны. И еще в самом начале эксплуатации этого мотоцикла были они выточены и вот установлены. Но по поводу безопасности вообще я дорабатывал серьезно дуги. Сейчас, наверное, мы к этому моменту перейдем. У меня стоят оригинальные дуги от Yamaha Super Tenere. Они вот уходят с такой дугой наверх. На них вешаются галогенки. Изначально здесь стояли галогенки штатные. Но я их снял, убрал, они меня не устраивают. Но родных дуг мне показалось мало, и они были доработаны. На них были сварены вот такие вот еще дополнительные кронштейны. Они ушли вот сюда, на основной болт крепления. Тут опять же установлен слайдер. Они вот защищают у меня полностью бок, потому что мотоцикл, когда заваливается, он полностью ложится на эту дугу. И плюс ко всему, для того, чтобы всю эту конструкцию не повело, здесь свет плохо, не видно. В общем, вот здесь у меня еще они проварены. Проварена вот такая дуга между ними соединяет и прикручена к креплениям двигателя. Там вот железные. Для того, чтобы при падении как можно было больше точек, куда перераспределится давление веса всего мотоцикла. Ну, вот, признаюсь честно, прям улетов у меня никаких не было на нем. Но когда экспериментировал там по бездорожью, на нем гонял, все, где-то его приходилось прикладывать на бок. Ну и парочку было завалов мотоцикла, там либо в гараже забыл подножку выставить, либо уже с усталости на парковке где-нибудь заваливал мод. Вообще ничего на нем не происходит, он полностью ложится вот так вот по диагонали на эту конструкцию и чуть-чуть упирается задним чемоданом. Чемоданы не ломаются, не сгибаются. Вот, как видите, вот 60 тысяч километров мод прошел. Раз 5-6, наверное, я на нем заваливался. Ну вот все целое. По рулю защита стоит оригинальная пластиковая. Были заменены курки, сцепления и переднего тормоза. Соответственно, какие-то там мне товарищ заказал. Не знаю уж, насколько они там фирменные или нет, но они с регулятором идут. Меня очень устраивает. Мне очень нравится, что я могу двумя пальцами работать и тут, и там. Плюс ко всему установлены ручки с подогревом. Объясню, почему красные. Потому что это стоят оксфордовские ручки. Вот они, Hot Grip. С регулировкой температуры. Пользуюсь я ими довольно-таки активно. И поставил в первый же год, как купил мотоцикл. Со временем ручки начали уже... Не знаю, как резина начала на них сваливаться. И вот, ну, пачкаться, все. Смысла, все работает. Смысла ручки менять, выкидывать я не видел, поэтому одел вот термоусадочные кембрики такие красного цвета. Вот мне почему-то понравились. Я их феном нагрел, сжал и вот уже пару лет езжу. Ну, это, соответственно, понятно. Псевдокруиз. Помогает руке не так сильно уставать, не быть зажатой. Но еще я установил себе прям вот такой вот механический круиз. Вот здесь вот видно такая педалька. Отрегулировал ее, вот когда я выжимаю, вот так поворачиваю, и все. И она фиксирует ручку в положении. Вот в этом положении на 6-й передаче я по трассе иду где-то 120-130, в зависимости от ветра, попутного или встречного. Нужно сбросить, раз, все, она сбросилась, и я шурую дальше. Ну, вот так вот, доработочка. Плюс ко всему, здесь стоит подстаканник для бутылки.
тоже там спортмастера какой-то простой. Металлический не стал ставить, чтобы он тут мне ничего случайно при падении ничего не сломал. Пускай лучше пластмасса сломается и все. Да, не надо мне писать в комментариях, что есть гидраторы. Я знаю, что такое гидратор, я им пользуюсь. Но я им пользуюсь, когда гоняю где-то в горах на легком эндуро. По трассе весь день, когда я иду, не нужен мне гидратор. Мне нужна вот здесь бутылка с водой или банка с адреналином или кружка, термокружка с чаем. Я могу менять периодически, мне так удобнее. Плюс ко всему стоит вот сумка у меня на руле, очень удобная вещь. Здесь вечно какой-то гарбидж у меня идет, тряпочки, там селфи-палка, еще что-то. Ну вот такое, что в дороге под рукой может пригодиться. Здесь у меня стоит крепежный шар. На него можно вешать что угодно. Там вот крепление для GoPro, можно крепление для телефона вывесить, ну много чего. Вот здесь вот установил я вот на этой вот фаре, которая у меня на дальний свет, которая за стеклом, сделал крепление для GoPro и на него посадил вот такую конструкцию. Сюда я устанавливаю мобильный телефон свой Samsung с матовым стеклом наклеенным. Тут же идет подзарядка у меня. Выведено, сейчас с другой стороны покажу. USB от прикуривателя я взял, провода. Вот здесь у меня сразу же все заряжается. И вот здесь у меня стоит телефон, он у меня работает навигатором. Был у меня и Garmin, и много чего было. Ну, что-то я все попродавал, все повыкидывал. Вот у меня стоит телефон с Navitel. Прекрасно все, меня все устраивает, все замечательно. Так, по переду вроде все. Пошли назад. Что есть еще здесь? Чемоданы, вот эти вот боковые. Верхние, это все шло в подарок от Yamaha. Вот первый год дебютный продаж в России. Мне эти чемоданы задарили. Так бы я, наверное, их вряд ли купил, потому что они бешеных денег стоят. Оригинальные чемоданы. Ну, это, соответственно, мотоциклетные фишечки, где, в каких странах был. По кофрам. Немножко доработал кофры, самую малость. Вот такие вот я сделал на них шпунтики, за которые цепляются сетки, ремни и все что угодно. Все остальное. Вот они. Это, скажу, где такие взять. Приходите в любой мебельный цех. Там есть газовые амортизаторы, которые на мебель устанавливаются. Это вот от них. Они не ржавеют, ничего с ними не делается. Внутри в кофрах нашел швею одну, дай бог ей здоровья. Всю кровь ей выпил. Она мне вот такие вот из джинсов классные сшила штуки. Тут карманы под документы. Там все, что в дороге такое нужно. Посадил на пластиковую основу и прикрепил к крышкам кофров. Вот в этом сделал. И вот в этом сделал. У меня здесь мануал лежит, фонарик, там еще что-то, что в дорогу. Чтобы не копаться в кофрах, мелочевку всегда быстро можно было найти. В этом кофре в крышке ничего не делал. Там посчитал, что это не нужно. Вот. Вот он ключ, кстати. Вот. Здесь вот просто у меня наклейки и все. Кофр, соответственно, пустой. В нем ничего нету. Еще эта же швея, она мне в правый и в левый кофр сшила сумки по размерам кофра, тоже из джинсов. Соответственно, у меня в основном вся моя поклажа, которая в дороге, она обычно у меня упакована в этих двух чемоданах. Та, которая, возможно, нужно, чтобы ее забрать и пойти с ней в гостиницу. Она лежит тут и тут, в зависимости там, если короткая ночевка, беру только одну сумку, если там продолжительно, может быть, еще беру вторую. Здесь у меня в основном лежит то, что мне нужно в дороге. Какие-то подшлемники, перчатки и все остальное. По поводу, кстати, пространства используемого. Вот здесь вот в дугах, в родных дугах ямаховских, здесь вот такая пустота была сразу с завода. Я ее решил использовать. Вот такой вот классный кейс. Он открывается, у него он герметичный. У меня тут внутри лежит всегда масло на долив. Потому что не хочу я его ни в кофр сажать, это, класть масло, ни где-то вывешивать снаружи, потому что могут там или спереть, или не знаю, просто на солнце будет. Вот в таком закрытом герметичном кофре оно у меня маленьком, самодельном. Все очень просто. Это банка из-под чая. Какого-то фирменного цейлонского чая. Она прям сюда четко стала, я ее обклеил. Все, прикрутил. И вот она у меня уже 8 лет, тут в ней масло и все остальное ложу. Так, еще один момент по пространству. Вот здесь вот у меня есть, ну вот если мы смотрим, тут глушитель у супертенери стоит.
А тут была такая пустота, которая не использовалась. Я туда сделал такой из алюминия кейс такой сделал, который висит. В конце сниму чемодан, покажу, что у меня там лежит. Плюс ко всему, вот здесь у меня на кофры выведены габариты дополнительные, светодиодные. Они подсоединяются вот здесь вот через штекера. Все это висит, дело. И, ну, надо, чемодан снимаешь, быстро разъединил и все. Так, что еще? Что еще? Вроде все показал, рассказал, но по-любому в описаниях еще будет куча вопросов. Обслуживал я... вот еще классная штука, ее вот так вот, когда ставишь, видно? Вот, видите, торчат такие уши. Это выноса, это лапки с какого-то мотоцикла, я уже не помню, что-то типа явовских лапок, у кого было, помните. Я их сюда прикрутил, они вот в сложном состоянии не торчат. Когда на дальняк иду, вот, ну, весь день, когда едешь, там бывает и 1000 километров, и больше за день проходишь, откинул их, и вот сюда как раз вывешивается нога, кладу туда ноги, вытягиваю их, чтобы колени не затекали, ну, мне очень удобно, я прям кайфую, мне это дело нравится. Ну, сюда есть еще всякого рода сумки, на маленькую поездку небольшая такая сумка, на большую поездку прям такой здоровый чехол, куда можно там все свое состояние поместить. Ну, это показывать не буду, смысла нету. Есть оригинальная сумка на бак, но я ей уже давно не пользовался, потому что она вот прям такая большая, туда много всего, чего можно положить. Но, честно, я в основном путешествую один. И мне одному вот этих 3 кофров, плюс вот если что-то здесь, мне и палатку, и все здесь помещается. Поэтому здесь в дороге я, ну, маленькую сумочку какую-то пристегиваю. Есть у меня и все, ничего крупного туда не ставлю. Вот еще из мелких доработок. Вот здесь вот у Super Tenere такая пустота неприятная. Я ее использовал, закрыл такими пластиковыми вставочками. Вот мне не нравилось оттуда, ну как бы и внешний вид не нравился. И, ну, я, в общем, с самого начала сделал вот такие дефлекторы небольшие черные. Они закрыли, потому что в эти щели прямо видно проводку. Ну, как-то некрасиво. Здесь эта щель прям вообще здоровенная такая. Ну, технологически так сделано. Не знаю, зачем. Тут видно кусок рамы, еще что-то. В общем, я их вот доработал, в общем. Японское изобретение. Тут у меня стоит тумблерок небольшой, который кое-что включает. Вот. И вот так вот это дело я закрыл. Вроде все. Мод я использую, естественно, вот эти 60 тысяч, о которых я говорю, что я накрутил на нем. Я, конечно же, больше всего прошел это по асфальту. Вот. Первое время я дубасил на нем и по бездорожью. Не могу сказать, что прям вот это мотоцикл для бездорожья. Но с другой стороны, когда тебе нужно где-то проехать, это вот прям достойная техника. Сейчас у меня стоит резина Mitas E07. Это елочка знаменитая. Хайденау еще делает такую резину. На Хайденау я катался, мне не понравилось, она очень жесткая. А Mitas это прям супер-супер. Плюс ко всему я имел счастье работать с компанией Mitas. У меня есть видео, как я ездил в Европу в 2013 году. Я там много об этом говорю. Вот. И гонял я на этом моде по бездорожью. Огромный у него потенциал, если отстегиваешь все чемоданы. Прям он едет, главное не бздеть. Но, конечно, это тяжелый эндуро, это 260 килограмм веса сухого. И с появлением у меня вот этого красавца DRZ 400, ну, все понимаете, да, вот это мотоцикл для оффроуда, это мотоцикл у меня для путешествий теперь стал. И на нем я путешествую и катаюсь. Вот тут еще стоит голда. У меня, это моего товарища, не мой мотоцикл, никаких обзоров я давать по нему не буду, потому что я на нем ездил 5 раз в жизни. Вот, могу рассказать про этот мод, если нужно будет, опишу. А вот могу дать только отзывы о том мотоцикле, на котором я реально я сам эти 60 тысяч километров проехал. Что могу сказать? Вот, ну, не вижу. У меня были Naked, были там стритфайтеры какие-то, потом туристы, спорт-туристы, фазер был. Примерялся я к FGR, но нет. Мотоцикл определенная свобода для меня и свобода маршрутов. Раз, я могу съехать куда-то, всегда к озеру, в лес, на опушку, еще куда-то. Не могу сказать, что я прям фанат ночевок с палатками. Для меня это, скорее всего,
как безвыходная ситуация, когда негде остановиться или что-то случилось, тогда да, палатка. Так я предпочитаю какие-то хостелы, отели, еще что-то. Вот. Но съехать на природу — это кайф. Всегда кайф. И да, элементарно объехать пробку по полю, на подножке встал и дубасишь. Кстати, по поводу встал на подножке, еще забыл сказать, что у меня здесь идут проставки руля. 3 сантиметра. Я заказывал их у замечательного человека, Шмидт. Есть такой парень в Москве, или Шмиет, как правильно, боюсь ошибиться, да простит он меня, если я ошибся. Он мне отправлял проставки на руль 3 сантиметра. Мотоцикл позволяет поставить 3-сантиметровые проставки, не увеличивая ни шланги, ничего. С моим ростом мне это определенный плюс принесло. И зеркала, и руль стал повыше, зеркала я стал лучше видеть. Поэтому вот так. И второе, кстати, да, первое — съезжать с дороги, а второе, ну, блин, вот, допустим, я вам честно скажу, что в Казахстане, блин, нужен тяжелый эндуро, потому что там дорог очень много практически нет. Я объездил всю практически Украину, начиная от Крыма, когда он был в составе Украины, заканчивая Закарпатьем. Я был везде. Ну, это отдельная история, у меня украинские корни, у меня дед из-под Харькова. Мне не только было интересно покататься по Украине, это еще как бы возвращение к корням. Там тоже очень много районов, где нету дорог, их реально нету, или они хренового качества. И там тяжелый эндуро вот прям в вашу поясницу и ваши внутренние органы он спасает. Армения, мы были в Армении, были в Нагорном Карабахе, там тоже, поверьте мне, далеко не классные дороги. Ну, тут понятно, Европа, Чехия, Словакия, Польша, Турция, там все офигенно. Поэтому тяжелый эндуро, поэтому горы, плохие дороги, он все ест. Я на нем не устаю, я на нем максимально в день проезжал 1340. Это вот прям максимальное количество, которое когда-либо за сутки проезжал. Ну, за световой день, почти световой, там выезжаешь рано утром, приезжаешь уже ночь. Вот 1340 это был мой максимальный пробег. Не вижу никаких проблем с ним по обслуживанию. За эти 8 лет он никогда не был у официалов или у каких-то мастеров, у каких-то там хороших, плохих мастеров. Все, что с ним происходило, делалось вот этими руками моими. Кстати, из поломок, да, кому вот это будет интересно. Значит, смотрите. Там понятно, можно писать плохо, хорошо. Вот там рассказываю, что реально было со мной с этим мотоциклом за 60 тысяч. В районе 30 тысяч километров у меня потекла вилка. Потекла она у меня в Карабахе, на перевале. Просто тупо забилось там все, пыльники, все забилось, видать, грязью. Начала она с нее хлестать начало. Я приехал. Ну, на самом деле, там чуть-чуть можно, если течет, можно почистить, и она течет уже меньше. Но суть в том, что я приехал, заказал оригинальные сальники, поставил сальники. Кстати, на заметку, вот если кто-то когда-то будет на супертендере менять сальники, не ставьте оригинальный сальник, ставьте АТР-1. АТР-1, по-моему, если не ошибаюсь, модель 2010 года. Они один в один подходят по внешнему и по внутреннему посадочному диаметрам, но у супертенере у сальника одна пружина поджимная, а у R1 две пружины сверху, в начале и в конце сальника. Соответственно, держит он намного лучше масло, ну и, соответственно, будет дольше ходить. На 30 тысячах поменял вот здесь, да, в районе 30 тысяч. Сальники сам, ничего сложного, открутил вилку, перепрессовал сальники, собрал. И потек у меня где-то в районе 40 тысяч. Ну, как потек? Начал немножечко сопливить. Сальник, вот задний сальник кардана, выходной сальник, который идет вот здесь, вот уже выходит на колесо. Тут есть два сальника, один вот здесь вот, где он соединяется с карданным валом, и второй сальник, который выходит уже непосредственно, где вы одеваете колесо. Он такой здорового размера. Вот. Его я тоже заменил, вообще нет никаких проблем. 3 секунды открутил, перепрессовал, и все. Все это в гараже без какого-то специнструмента. Масло менял, фильтра менял, все менял. Ну, это если вдруг я соберусь продавать. Знаете, что мотоцикл я обслуживаю все четко. Масло я лил вначале Ямалюб. Первые там 1030-40, пока у меня тут под боком был дилер Ямахи. Потом дилер Ямахи ликвидировался, самоликвидировался. Масло Ямалюб стало брать негде. Я тупо перешел на Матюль, потому что на самом деле все свои моты я всегда обслуживал на Матюле. Вот.
Фильтра вовремя все менялось. И я поставил сразу, буквально вот, ну, первый какой-то ТО, серьезно, 10-15 тысяч. Я сразу заменил оригинальные свечи. Их тут всего 4 штуки, потому что тут идет по 2 свечи на котел, 2 котла. 1200 объем, 2 котла, в каждом котле по 2 свечи. Вообще отличная задумка. И поставил вместо родных иридиевые. Иридиевые свечи, ну, все знают, что это такое. Поставил и забыл. И туда я больше не лазю. И ничего там не смотрю. Ну, вот и все. Если сейчас вот еще последний круг делаем, если еще что-то вспомню, расскажу. Но по сути это все. Вот, ставим на паузу, снимаем вот этот чемодан и показываю, что у меня вот там сделано в этой коробочке. Хотя на самом деле я на паузу решил не ставить. Технологии, 21 век. Вот, соответственно, у меня вот это вот приблуда, дополнительный свет на кофрах. И снимаем боковой кофр. И смотрим, что за штуковина у меня там. Вот она. Сделал я ее сюда, ну, не только потому, что здесь было пустое пространство, но и вот я ее зафиксировал. Когда я куда-то уезжаю без боковых кофров, у меня всегда здесь дополнительный инструмент для ремонта колес. Небольшой насос на подкачку. И, ну, вот тут вот шланг, если что, перелить бензин. Там у меня лежат запасные шнурки для ремонта колес, манометр, еще кое-какой инструмент, стяжки. Ну, в общем, вот есть оригинальный инструмент вот здесь, под пластиком, у Супертенере. И, ну, там места маловато, и я вот на всякий случай, кстати, разложил. Это вот практически весь инструмент, который я с собой вожу. Тут собраны все ключи, все шестигранники, все, что нужно для того, чтобы обслужить Супертенере в дороге. Ну, я как бы, понятное дело, без снятия двигателя или каких-то там серьезных поломок, а все остальное можно перебрать. Вот такая вот штука. Вот так я ее сделал. В любом месте удобном ты ее раскрыл. Раз, и тебе вот так вот удобненько что-то взял. Она не герметичная, соответственно, вода сюда попадает, но меня это не тревожит особо. Вот такой вот чемодан получился. По мне очень удобная штука. Ну, вот я чемодан пристегнул обратно. По сути все. Вот пока тут пристегивал чемодан, вспомнил. Вот здесь у меня еще стоит датчик. Я поставил небольшой цифровой зарядки. Вот когда включаешь, у меня здесь показывает уровень заряда аккумулятора. Соответственно, когда ты заводишь, у тебя показывает, и идет, не идет зарядка. Вот, кстати, можно завести. Сразу уже под конец покажу, как работает оптика. Это вот родная кнопка. Она включает дополнительный свет. Свет галогенок, которые у меня установлены. Вот так это выглядит спереди. Есть на руле, есть головной свет. Есть вот эти вот боковые рассеивающие. Есть вот эти. Ну вот издалека меня видно очень и очень хорошо. Когда есть необходимость, иногда ночью я иду, и вот этот свет с ручек, он бьет мне вот сюда, высвечивает все здесь, и не очень хорошо. Тогда у меня вот здесь вот тумблера, я его гашу. Вот здесь у меня выключаются стробоскопы. Вот, можно его выключить на руле свет, оставить только стробоскопы. Ну, днем это так, просто как игрушка, а ночью прям меня классно видно. Ну и вот сзади, то, что я говорил, это дополнительные габариты. Соответственно, когда где-то я по трассе иду, автомобили видят ширину моего мотоцикла. Ну вот, по сути, все, друзья, товарищи. Кому что будет интересно, пишите в описании, буду отвечать на вопросы. Зовут меня Максим, кстати, если что. Еще чуть-чуть я на нем поезжу. И потом, наверное, попробую пересесть на BMW GS. Но пока только тяжелый эндуро для себя вижу. Все, всем пока.